Наверное, какой-нибудь. Окей, давай тогда не сначала. Коль скоро мы уж так разговорили. Что значит я какой-нибудь стрелок? Ну, я не знаю вообще, какую должность занимаю. Давайте отрегулируемся. Ты, чтобы было хорошо, двигайся туда. Ты двигайся сюда, и ты двигайся сюда. Как можно служить в армии и не понимать, как... Вот нам не доводили должности. Вот когда мы приехали, вот этот ямпольский пол, или как... Нам должности не доводили. Кому-то, может, и довели, кому-то нет. Мне не довели. Ладно. Как зовут вас, представьте? Туров Владислав Игоревич. Если можно громче чуть говорить. Туров Владислав Игоревич. И дата рождения. 09.03.2001. И откуда вы? Красноярский край. Село Дорохово. Проживаю. Давно служите? С 10 декабря 2021 года. Срочно. Стоп. Сколько вам полных лет? 21. Вы срочник? Ну, как заставили подписать альтернативный контракт. Тогда уже не срочник, получается. Не шелестите там, не знаю, чем вы там шелестите. Положите ее лучше на стул, он все лежит. А как это заставили? Ну, у нас, получается, замполиты собрались. Начало дивизии, ну, полка тоже. Нас целыми днями просто сидели там, уговаривали, ни кушать не водили, ничего. Потом Уговаривали, кушать не водили. Это уговаривали или это морили голодом называется? Можно и так сказать. Ну, просто в чем факт? Нас собрали в зале и просто сидели, дискутировали. И все. Никуда не выпускали вообще. Целыми днями. Расскажите про дискуссию, про эту. Ну, дискуссия была в чем заключалась? Можете нормально сесть, поставить руки на стол. Мы же записываем, я вас предупредил, да? Да. Нет, я ее поставил, потому что я пил с горла, а у меня еще остаточное явление, поэтому тебе лучше не пить. Вон, бери, у тебя эта самая баночка есть. Туби хана. Да. Для зрителей, я немного болел, но сейчас уже все в порядке. Ну-ну. Ну и в чем была дискуссия? То есть нас говорили, ну, сначала типа говорили нам, какие плюсы от того, то, что вы поедете, там что-то такое. То, что, ну, например, вы получите ветеранки, то вам будет там 30% ЖКХ, каждый месяц там какой-то оклад отплачивать, что-то еще и что-то еще. Стало там, ну, человека 3-4 после, ну, вот этих дискуссий. Потом сказали, ну, типа, мало. И они, ну, дальше начинали продолжать. Там плюсы, минусы. Сколько человек вы говорите? Ну, 3-4 сначала встало где-то так. А сколько было всего людей? В общем, ну, целый полк. Это сколько? Численность. Я же гражданский. Тем более у вас... Если не соврать, ну, возможно, человек 300. О, совсем это немало. Ну-ну. И встало всего 4 человека? Ну, 3-4 человека встало. Ну, они это ушли. тоже срочники были? Да. Там у нас собрали вот всех срочников, которые выше 6 месяцев. Больше 6 месяцев служат. Чтобы... А потом им, как вы уже говорите, заставляли их подписывать этот альтернативный. То есть... Ну, сначала вроде бы это как бы на добровольной основе, ну, типа вот с самого начала начиналось. А потом началось такое, то, что замполит подымал, говорил, спрашивал, с какого-то города, например, там кого-то подняли и спросили, ты откуда? Он говорит, с Томска. Вот ты чмо, ты забудь то, что ты вообще сибиряк, ты вообще никто, и вот звать тебя никак. То, что ты служишь в России, ну, в армии, это, ну, ничего не говорит еще об этом, как он сказал. Он так, можно сказать, подымал, гнобил, и потом заново, ну, садил их. А при чем здесь забудь, что ты сибиряк? Сибиряк, что должен ехать в другую страну людей убивать обязательно или что? Да вот, где-то написано в свидетельстве о рождении, сибиряк должен ехать в Украину убивать людей или что? Не пойму. Да нет. Ну, а почему? Чем он аргументировал свои слова? Ну, как бы считается, что сибиряки, они более, ну, воинственные или как, не знаю, вот как. Ну, типа крепкие люди, там, сибиряки и все такое. Причем здесь это какое-то имеет отношение к тому, что происходит в Украине? Вот честно не знаю. Ну, вы же просто между собой тоже как-то, наверное, беседовали на эти все темы? На эти все темы, ну, то, что мы, можно сказать, молча сидели, а там все за нас говорили.
Не, а были же какие-то перекуры. Вот вы говорите, вам не давали поесть потом какое-то время. Сколько времени не давали поесть? Ну вот нас, получается, собрали в 5 вечера и отпустили только в 9 утра. Ну, то вы еще всю ночь сидели, вы, Да. получается? Сидели, нам вот втирали, промывали голову, все такое. То есть Всё это время. ужина у вас не было, я так понимаю? В 9 утра вас хоть на завтрак повели? Нет. А куда повели? Вот часть собрали и увезли. Вот такое То есть получается. это получается, все это время проводилась работа до 9 утра, Да. и в 9 утра уже согласившихся увезли? Да. Понял теперь. А сколько же было согласившихся? Поначалу было 15, потом еще довезли пятерых. Всего лишь? Всего Да. 20 человек? Да. И вы попали в эту двадцатку? Меня, может, даже никто не спрашивал, типа, мне сказали, я был, ну, как, я тоже занимал должность в полку водителем-экскаваторщиком. И меня направили следить за техникой. Я за техникой следил, ну, типа, каждый день, я с утра до вечера я там находился в боксах. Ну, работал. Вы уже рассказываете, что вы делали, когда в Украине находились? Или Нет, там? это я еще там. Мгм. Ну вот, когда вот дискуссия была, я даже не знал, что вот это было. В Ну, смысле получается, не знал, как не знал? ну я не знал, потому что я в боксе был. Меня никто не вызывал. Так вы там не находились Да, даже? мне вот Это рассказывал сумбурная история. коллега. Коллега, это тот, с которым Дмитрий разговаривал Да, перед да, вами? да. Чувак, тебе надо повернуться, потому что ты просто тупо боком. Чуть-чуть передвинься туда. Да. А может быть, просто надо телефон немножко? Я его крутил как могу, ты просто все вот так нормально. Ладно, хорошо. Военно-полевые условия записи, видите, да? Понял, теперь понял. Значит, кто будет смотреть, обязательно посмотрите видео, которое вот с коллегой общался Дмитрий отдельно. Меня еще не было, я сейчас только приехал. Как зовут его, не помнишь? Антон. Антон. Антон еще показывал на фотографии, что там лежал, он лежал на одной из фотографий, там, где брали в плен. Правильно? Да, это они. А вы себя видели на каких-то фото? Вам уже показывали? Нет, ничего не показывали еще. А можешь показать вот эту фотку? Может быть, тоже себя узнать. Так, будем дальше продолжать нашу тогда беседу. И, собственно говоря, вы были одним из 20, Да. кто поехали. Вот так вот вы сдавали? На дороге. Да. Это вы. Где вы здесь? На видео? Вот, точнее. как раз вот лежу. Вот это как раз вы. То есть на него переходит камера, понял? Да, слушай, правильнее будет вставить. Да не надо вставлять вот это видео каких. И вот он там, когда вот переходит, как бы... Вот, да, вот тут лежит этот человек. Ладно, у меня в Телеграме это видео уже давно есть, так что можете зайти, я вам там объясню, если надо. Еще раз перепубликуем и покажем, где вы там находитесь. И что, ладно, не будем заходить на сдачу в плен, это сильно далеко. Значит, вы были одним из 20. Да, вот, которые довезли последнюю пятерку. Вы были одним из 5, получается, Да, последних, вот последних. Угу. А перед вами вывезли еще 15. Да. Понял. А вам что сказали, куда вы едете, чего вы едете? Нам, поначалу вообще сказали, что мы едем в Белгород, на границу. Угу. Это с самого начала, Угу. как началось. Потом мы приехали в Белгород, нас день промурыжили там, мы просто просидели. Потом выдали оружие, броники, каски, аптечки, и на следующий день нас увезли уже на Украину. Угу. Куда заезжали вы? Мы сначала в Белгород сам заехали, а потом нас куда-то на полевую позицию вывели. Но даже не знаю, где она находится. С Белгорода сразу же вы заехали в Украину, вы толком не знаете, где вы. Да. Понял. С Белгородской области, видимо, не самого Белгорода, да? Правильно? Сначала в сам Белгород заезжали. Сначала сам, потом а ехали. потом уже... Долго ехали? Где-то час-полтора, где-то так. Угу. Понял. До этого границы. Расскажите про вашу подготовку. Как вас успели подготовить? Нас толком не подготавливали.
Ну, в чем это выражалось? В чем выражалась подготовка вообще? Вообще, нам типа дали оружие подержать, сделали, ну, вывели на полигон, мы пристреляли оружие, нас настроили оружие, которое выдали. Ну и все, вот в этом заканчивалась подготовка, Это в Белгороде уже? да. Ну вот когда нас с Белгорода вывезли на полевую позицию. А надо понимать, что остальные все, которые были с вами, это тоже как бы срочники или был хотя бы какой-то офицер, Там были сержанты еще, сержант, Да. которые контрактники уже? да. Там, которые, ну, сами контрактники. А сержантов-срочников не бывает у вас, да? Нет. Понял. У нас максимум ефрейтора. Понятно. И далее, как развивались события? Ну, дальше нас... Когда это было? Когда это было, мы забыли сказать. Ну, 29-го. Ну, перед тем, как заехали на Украину. 29-го, 30-го нас в 4 утра уже повезли на Украину. Август. Да, августа. Понял. Ну, не так уж и долго вы повоевали, я вам хочу сказать. Ну, Ну, и что вы думали? Чего я туда еду? Что буду там делать? ну, нам даже не сказали, то, что мы едем на Украину. Но, получается, нас посадили. Мы думали, едем сейчас на границу, ну, типа, нас довезут до Слушайте, блокпостов. что за непонятные какие-то вещи? Вы говорите, вас там чуть ли не сутки сидели, голодом морили, объясняли, чего вы должны поехать в Украину, а в результате Нет, вы нас говорите... не на Украину говорили. Нам говорили на границу Белгорода. Что, никто не сказал, куда и зачем вы едете? Нет. А зачем на границу Белгорода? А почему все нас отказывались как- ехать на границу Белгорода? В чем проблема? Ну, из-за того, что некоторые вообще не хотели никуда не ехать. Потому что нам оставалось срочки-то служить, ну, совсем чуть-чуть. Сколько? Мне вот лично оставалось 3 месяца еще дослужить срочки. Некоторым оставалось по 20-30 дней. Вы знаете, что вы тут в плену можете свою срочку сильно переслужить? Я знаю. Потому что тут уже Сказали по уже. полгода некоторые находятся. Ваши забирать их не хотят. Сказали уже. То есть вы хотите сказать, что вы реально ехали, и все не понимали, что вы едете в Украину? Да. Допустим. Дальше. Ну, дальше нас завезли в Донецкий. Это село или деревня, не знаю, что там. Да. Вы уже поняли, что вы приехали в Да, Украину, мы или уже еще не поняли? мы поняли, потому что Так. этот борт был открытый у КамАЗа, Так. который нас везли. Там мы границу пересекли. Прям видно было. Так. Ну, нас сначала привезли в Донецкий, это где-то было в час или в 3 дня. Вот так примерно. Потом нас покормили там. И все, в какой-то дом поселили, мы там сидели до 8 вечера. В 8 вечера за нами приехал КамАЗ, нас собрали, и мы поехали уже непосредственно в Шлем. Что такое шлем? Это, ну, как нам объяснили, это лесной массив. Деревня, ну, ближайшая деревня — это Сулиговка. Сулиговка. Да. Там лесной массив, ну, нас непосредственно туда завезли. Что он имеет в виду под словом шлем? Ты так и не понял? Это у них звучит фраза такая: в шлем это типа на позицию. На позицию, да, типа? А позицию у них называли 7, 8, 9, 10. Сулиговка или Суви, Это как правильно? недалеко от Изюма. Сулиговка это недалеко Сулиговка, от Изюма. Когда Мгм. да. Так, и вы туда приехали, получается, когда? В первых числах сентября? 30-го также. Также 30-го прямо Да, уже приехали. ночью. Мгм. Ну, уже там 30 августа. ночью. Так. Мы зашли туда, нас, ну, как просто сказали, вот тут на полянке ложитесь, под деревьями и спите. Все, с утра, типа, разберемся. Что значит ложитесь и спите? Это как это? Ну, так сказали, просто вот мы пришли на какую-то полянку, нам Так. сказали, вот под деревьями ложитесь, сумки бросайте на них и ложитесь спите. Подождите, палатки, лагерь, окопы? Нет. Вот куда нас привели, там не было ничего. А С копаться? утра вот нас развели, получается, уже по позициям непосредственно. И там уже были блиндажи. Ну, блиндажи были уже кто уже там был. готовы. Да, кто был А там. там были уже другие. Да. Так. А И вот меня чего я никак понять не могу. Вот вы уже, когда уже приехали в Украину, вы уже поняли, что вы в Украине все, да? Вы между собой как-то обсудили этот вопрос? Мы, конечно, вот когда в доме сидели, мы обсуждали. Так. Типа, большинство сразу сказали, ну, типа, пойдем на отказ, и, ну, зачем нам это?
Ну вы поняли, что вас жестко именно обманули? Да, Именно очень жестко. жестко, очень жестко. Мы подошли сначала к начальству, ну, которое сидело в Донецком. Они сказали, вот вы приедете в Шлем, там уже будете разбираться со своими проблемами. Ну, то есть на отказ, там, кто хочет, кто еще там. Ну, типа, потому что достучаться больше не было никак. Но мы доехали, ну, с утра вот в Шлеме, когда мы уже были непосредственно. Нас развели по постам. Первый день мы узнавали, кто, ну, кто старший там, кто что, ну, кто следит вообще за лагерем и там все. Узнали то, что это непосредственно какой-то офицер-комиссар. У него вот, как-то позывной комиссар. Мы вот непосредственно на следующий день, то есть уже 1 числа. 1 числа мы, ну, как бы узнавали, кто что. 2 числа мы подошли уже и говорим то, что мы отказываемся уже, мы не хотим воевать. То есть это сразу же было, по сути, получается? Да. Ну, можно сказать, на день мы присматривались, кто что, а на следующий день мы Это сразу уже в пошли. блиндажах, когда вы находились? Да. А вы говорили как-то о чем-то с теми, кто там давно уже находился? Да, мы И разговаривали. И что они рассказывали? Они много чего рассказывали. Они рассказывали то, что там их морили голодом, то, что ну, не всегда поставки еды были, то, что ну, полный капец А происходил. что они воюют, вы их не спрашивали? Зачем воюешь? Они воевали, ну, как они объясняли, мы воюем за, ну, мы призвались из-за того, чтобы наши дети не пошли воевать. Это у них у большинства позиция была Это такая. были россияне? Да. Россияне? Да. У большинства позиция мы пошли воевать, потому что наших детей бы забрали. Да. То есть отец идет за сына, чтобы сына не призвали. Это Да. реальные вещи. Да, это у них новая фишка. Это ты есть такая. пропустил. По Она уже не новая, но Нет, были по уже и военкоматам сейчас у них, когда дергают да. Самый младшего, первый был с позывным «Батя», по-моему. У нас такой, который четко рассказал эту всю историю. А сейчас, я так понимаю, реально по военкоматам дергают детей. Да. Расскажите, Бывает если такое. вы знаете, чтобы я за вас не Ну, сказал. я не могу точно сказать, потому что я был в армии Ну в да. это время. Но из ну, того, типа что вы говорю, слышали, вы с ними общались? Слышал то, что приходила повестка. Вот людям, которые, ну, там, учатся еще, ну, у кого отсрочка. Приходила повестка, то, что надо ну, ехать уже туда. И вот родители приходили, вот отцы, кто, ну, способности своего возраста, приходили и говорили, ну, то, что мы идем за место сыновей. Даже были те, я разговаривал с людьми, даже были те люди, которые уже, ну, сын отслужил срочку, чтобы его опять не призвали, и они шли. Ну, я понимаю, что если нам 40-летние офицеры и подполковники на этот вопрос не отвечают, то вы вряд ли ответите. Но все-таки попробуйте ответить на этот вопрос. А зачем вообще все они, сыновья, дети, папы, мамы, не знаю, кто угодно, зачем вообще сюда идти? Вообще сюда идти, ну, у нас политическая информация такая, то, что говорит, то, что, ну, выставляют украинцев всех, то, что они националисты, фашисты, такие же, ну, типа, как в 41 году. Ну, в год Великой Отечественной войны. Типа вот такое высказывают, там по новостям показывают и все вот это. То, что... Напомните мне, пожалуйста, в годы Великой Отечественной войны таких вот фашистов, нацистов, которые сидели у себя дома. Не было такого, ну. И к которым пришли их убивать. Вот в 41 году. Напомните мне. Ну, если в качестве такого сравнения, то я хотел бы, может быть, вы не задумываетесь там над такими вопросами? Да уж задумываемся. Да, что ж уж, а почему не тогда еще? Ну, смотрите, Тогда, ну, простая штука, да, простая штука. Мы дома у себя находимся, да? Вы пересекли границу, правильно? Да, Вы же да. сами об этом сказали. И приехали к нам. Потому что мы здесь фашисты, нацисты и так далее, да? Выставляют так, да. Так То, а что чего вам сюда ехать? Ну, хорошо, допустим, даже у вас все говорят, вот мы здесь у себя дома такие, вот, фашисты, нацисты. Вы чего сюда приперлись? Чего вам дома у себя не сидится? Как нам говорят, то, что это
Ну, освободить территорию и первостепенно это защитить свои границы. Так свои границы защищаются вдоль своих границ? Ну, чтобы там то, что начались поставки дальнобойного оружия, надо отодвигать вот это все. Поставки дальнобойного оружия начались после того, как вы опять-таки пришли к нам. Ну вот, говорю то, что информация сначала поступила, то, что, ну, как нам объясняли вот эти замполиты в армии. Угу. Так же вам и говорю. Не, я вот даже столько не про замполитов, сколько как вы это понимали. Вы это реально так верили, вот в это и так это понимали? Ну, в армии так всучивали. А на самом деле это уже давно понятно было, то, что на самом деле это не так. А с чего вам было понятно, что это на самом деле не так? Ну, потому что много чего не договаривают. Также в том же самом Телеграме вот иногда показывают видеоролики, ну там бывали возможности. То, как на самом деле все происходило. И как на самом деле все происходило? Ну, то, что россияне обстреливали города. Да, вот это было всё. понятно в первых 2 недели. Ну, А вот эти продолжается обстрелы и полгода. все такое. Да. Ну. Так какая цель российской армии? Исходя Честно, из ну, объективных данных, полученных вами на своем опыте. просто отмывка денег и... Мыли б деньги у себя, у вас там достаточно есть на чем мыть деньги. Нефть, газ, там всякие Ну, все же ресурсы другие. какой-то территорию, кусочек они, наверное, еще и хотят оттяпать от Украины. Ну, это уже ближе к истине. Ну, просто хотят они оттяпать не какой-то кусочек, а хотели они оттяпать всю Украину. Если вы Телеграм тот же самый смотрели, хоть какие-то каналы, хоть приближенные к... Там, в принципе, даже и пропагандистские ваши каналы 24 февраля, 25, 26, 27 все писали, что российская армия под Киевом. Не знали, Нет. что российская армия под Киевом? Вы не знали? Нет, не знал. Даже в Киев несколько танчиков заехало по разным направлениям. Нет, я вот насчет этого не знал. Говорили то, что, ну, типа, быстро все проходит, но как именно, никто ничего не говорил. Да, быстро все проходит. Цель была захватить Украину. Дальше цели непонятны. Да. Ну, дальше цель, как вы правильно, захватить уже хоть что-то. Как бы с каждым днем вот это вот что-то, оно уменьшается и уменьшается. Оно уже фактически сжалось до тех пределов, которые были до 24 февраля. Ну, потому что все же мы прекрасно знаем, что Россия фактически находилась 8 лет и в Крыму, и Донецкой и Луганской областях. Да. По крайней мере, частично. Ну. Что вы нам хотите сказать, что мы 8 лет воевали с несчастной армией народной милиции ЛДНР и ничего не могли сделать? Типа, бомбили несчастный Бомбас, и вот это вот 8 лет беспощадно стирали с лица земли и не смогли продвинуться ни на метр? Ну, типа того, как нам объясняли. А знаете, как на самом деле было? Ну, я бы хотел услышать об этом. Ну, как я уже сказал, зашла армия российская в Крым, зашла на Луганскую, Донецкую область. Находились там, ну как армия, под видом добровольцев, естественно, что никто там в штатной форме не маршировал и знамена не носил. Ну, предостаточно видео, если бы вы интересовались, вы бы их увидели. Там, где именно россияне, ну и всякие там чеченцы, или они так себя называют чеченцами и так далее, были вот все это время там, находились. И вот стоит город, вот это Донбасс, который вот бомбили вот 8 лет, да, и вот здесь стоит РСЗО российская. Знаете, что такое РСЗО? Да. И стреляет в неоккупированную часть Украины. А из неоккупированной части Украины что будут делать, как вы думаете? Вот и стрелять. Правильно. А что будет с остальной территорией, которая находится здесь, между вот этими обстрелами? Ну, будет подтвержден обстрел, ну, уничтожено. Вот вам вся история про Донбили Бомбас 8 лет. Все. Ну. Не было бы там России, никто бы вот не бомбил бы. То есть не зашли бы 8 лет назад, вообще ничего не было бы. Просто ничего бы не было. А дальше все это обрастает легендами о том, что Донбили, Бомбас. Там, конечно, и минометные взаимные обстрелы были, все что угодно.
Штука, правда, в том, что 19, 20, 21 год все это почти начало замерзать. По сути, никаких обстрелов не было. Украина даже двигаться не пыталась туда. Ну, то есть ничего, все, вот так вот стояли себе по своим рубежам. И иногда там пиф-паф. Никто ничего. Даже запрет на обстрелы был, даже с обеих сторон. Потому что я общаюсь с жителями тех регионов, некоторые, которые там в окопах сидели. И вот пришел 2022 год, и кому-то, видимо, что-то стало скучно. Уже, наверное, надоело и начали. Не надоело. Поступил приказ. Поступил приказ, потому что думали, что захватят, реально возьмут и захватят Украину нахрапом. Не за 3 дня, так за неделю. А вы сейчас сидите передо мной. Вы заехали 10 дней назад приблизительно сюда. Ну, не 10 дней назад, 15 дней назад. Пусть. Ну, где-то. Не-не-не, не сюда, а вообще. 15 дней назад, ну 2 недели назад он заехал в Украину. 30 числа. Ну, И пригнали вас на те территории, которые мы только что сейчас освободили. получается так. То есть вся та риторика российских пропагандистов, которая шла к тому, что мы там Украину захватим, что там ее захватывать, ее нечего захватывать. Сейчас риторика сместилась на то, что мы успешно защищаемся. Опять-таки у нас на территории. Ну, это вам краткий экскурс. Может быть, другой срочник какой-то посмотрит или из вашей части посмотрит. Так вы мне напишите, что ж я не так говорю. Да, все так, наверное. Ну, давайте теперь еще вы мне поведаете что-нибудь из вашей истории в таком случае, из ваших разговоров. Что значит морили голодом, во-первых? Вы говорите, там находились люди, которых морили голодом. Ну, то есть вот не пускали на ужин и завтрак. Не, это когда в части в с вами это- там беседы вот эти Да. политические проводили, а в окопах. А здесь в окопах, ну то, что не было провизии, сухпайки не завозили. Давали 1 сухпайок на 2 человека на день. Иногда на 2 дня его давали, сухпайок. Также воду. Там уже люди выживали как могли. А сигареты Некоторые. были? Сигаретами, то, ну, было 1 раз в неделю завозили. И то давали, по-моему, по 5 сигарет в день. Знаете, я у нас некоторых пленные содержатся. в плену лучше условия, чем там у вас в окопах. Хорошо, а что вы скажете насчет мотивации? Сильно хотели все там воевать? Половина да, половина нет. Те, которые половина да, они о чем говорили? Ну, как они? Наступаем, надо мочить укропов или что они говорили? Ну, они в основном говорили, ну, и шутили там, и так говорили то, что, ну, надо как-то наступать, приказы есть, надо выполнять, там вот это все такое. Когда наступление, когда нет. А зачем? Не было разговоров, зачем? Это смысл. Вот, значит, зачем не было разговоров? Ну, вот смотрите, простой пример. При вас кто-нибудь погиб или не успели? При нас только ранили. Только ранили. Только ранили. Ну, припустим, погиб кто-нибудь. Вот надо ж простой вопрос. За что погиб человек? Получается, ни за что. Ну, сильно просто. Ну, может быть, как-то вот подумайте. Ни за что не бывает. Ни за что не бывает. Все равно есть какая-то причина. Даже если лично для него причины не было, или для его семьи причины не было, да, то все равно за его пребыванием здесь, за вот тем, что он делал, все равно есть какие-то причины. Ну, возможно. Возможно, также за политическую идею умер. Может, ну, это допустим. Ну да, за политическую идею. Попытка захватить. Ну, Украину. Да. А зачем, вот как вы думаете, вот вы молодой человек, вам 21 год, да? Да. Зачем России нужна территория Украины? Честно, я сам не понимаю, зачем эта территория нужна. Может так, чтобы либо просто было, чтобы расширить свои границы, либо какие-то полезные ископаемые. Ну, Так у вас самая большая страна в мире, и полезных ископаемых у нас сколько тоже угодно. много. Сколько угодно. Зачем еще? Что нужно? Если вы то, Знаю. что у вас есть, не можете использовать. Мало, наверное. Все мало. Да
Может быть мало, потому что, ну, понимаете, в чем дело? Если бы вы использовали рационально свои ресурсы, у вас бы все бы хорошо было бы, все строилось, Ну, в это да. семьях по 5 детей было бы, страна росла бы как на дрожжах, знаете? Да, я знаю. А у вас наоборот демографический кризис. Потому что все в основном идет на экспорт. Люди, кстати, тоже. Да. А, вот с местными успели вы поговорить? о чем-то? С местными? Да. Ну, с местными мы сильно не общались. Мы только вот когда отступали, когда нас бросили, мы только спрашивали направление, там, ну, правильно Да. идем или куда-то. Да. И Всё. вас, я так понял, направили правильно. Ну, до Изюма правильно направили. Так. А зачем вышли в Изюм? Потому что, как последняя информация была, то, что все войска отступили в Изюм. Вот кто был на Харьковском направлении, или как там правильно? А информацию вы каким образом получали? Также от местных жителей. Ну, они могут иногда могут сказать, могут не сказать. Мы сильно так и не спрашивали, что. А рации? Раций не было. Какая-либо связь? Мобильный телефон? Не было. Нам сказали, вообще запретили ими пользоваться. Сколько вас было вот в этом подразделении, которое шло? Которые отступали? Или Да. как? Да, да. Нас было 9 человек. А, всего 9 человек. Давайте так, давайте вернемся в ваши блиндажи. Вот там сколько вас было? В общем, ну, где-то около сотни можешь набраться. Около сотни. Около сотни. Так, и что По происходит? всему лету. Ну, в основном мы просто сидели в окопах. Нам сказали, вы просто сидите и, ну, типа, обороняйтесь. Готовитесь к обороне и все. Так, Вот как нам сказали. ну так. И дальше сидите и дальше. Ну, сидим. Получается, мы написали на отказ. Ну, не написали, но просто сказали офицерам. Вот эти 9 человек. Да. Что вы сказали офицерам? Ну, то, что мы отказываемся воевать, ну, заберите нас, типа, обратно на территорию, вывезите на территорию России, мы дальше там уж сами разберемся. Так. Они нам сказали, хорошо, мы подумаем. То есть 2-3 дня все-таки в письменном виде было или в устном? в устном. В устном все-таки. В устном. Угу. И 2-3 дня нас сказали, ну, на принятие решения. Потом мы подходим через 2-3 дня, нам сказали, ну, по вам еще решение принимается, ну, подождите. Ну, также вот, получается, 3-4 дня также было. А потом вот 10 числа, 9 вечера, нас отправили за сухпайками забирать. Ну, партия приехала. Мы забрали сухпайки, пришли в лагерь. Там, ну, какой-то кипиш начался. Мы подошли к офицерам и спрашиваем, ну, что такое происходит. Он говорит то, что там нужно 90 человек на отступление в Изюм, там, все такое. Он говорит, а вот нам что делать? Ну, типа, мы отказники, нам что делать? А вы сказали, вы просто остаетесь здесь. И также подходили 2-3 раза. Грандиозно. А зачем остаетесь? Просто он сказал, вы просто здесь остаетесь. Просто здесь остаетесь? Да, Без зачем? без зачем. Просто остаемся. А вы не спросили, зачем мы здесь остаемся? Спрашивали. Что Он он? просто сказал, просто остаетесь. Чтобы мозги не компенсировали больше. А, то есть он вам, наверное, объяснил, что там безопасно, где вы остаетесь, да? То есть вы можете сидеть здесь в безопасности, никуда не ехать. Не просто безопасности, он просто сказал, вы будете нам, ну, надоедать там как-то вот то, что вы отказываетесь, все такое. Мы сказали то, что будем. Потому что, ну, надо идти, если начали, надо идти до конца. И в итоге он сказал, ну, тогда вы просто здесь стоите. Все. А они куда поехали? А вот мы с утра поднялись, никого вообще не было в лагере. Мы ни с кем не могли пообщаться, куда они отъехали. По последнему, ну, вот как он сказал, то, что они отступают на Изюм. И вот мы решили выдвинуться в сторону Изюма, потому что думали, там еще войска есть. Дима, ты не успел выяснить, как вот это передвижение происходило? Может быть, просто говорил? Их бросили. Нет, Тупо. то, что их бросили, это уже я понимаю, Да. да? Мне просто интересно, их когда бросали, они понимали, что все, сюда уже идет ВСУ? Те, походу, понимали, потому что подсветила разведка, но этих специально оставили, чтобы их убили. 7 отказников специально оставили, чтобы
у комбата, который... 9, он говорит. 9 нас было. 9. 9. 9 отказников, для комбата это была бы смерть, поэтому их долго никуда ничего с ними не делали, а просто морозили. А тут появилась возможность их убить. И тогда бы их списали просто как 200-е. В бою. Ну, типа в бою. Как вы думаете, много такая армия может навоевать вообще? Нет. Же своих бросает. Ну, понял логику? Нет, конечно, понял. Смотрите, вы дали номер, по которому нету ни одного мессенджера, я там связался, ваша мама дала другой номер сестры, вы его потом запишите, чтобы у вас был. Хорошо. Сейчас я связываюсь с сестрой вашей. Извините. Да, и вы идете, спрашиваете что-то у местных. Ну, у нас, мы шли вообще... Нет, даже как вы вообще решили собраться и пойти? Вот вы сидите где-то в окопе, да? Мы с утра проснулись, в Так. 6 часов утра. Думали, ну, что-то в лагере тихо. Ну, ладно, думали то, что ну, все спят там, потому что ночной кипиш какой-то был. Ну, думаю, поспят, ну ладно. Мы просидели так 2 часа. Потом, ну, что-то какое-то сомнение начало появляться. Они бросили ли нас они? Не оставили просто так. Так вы же знали уже, что вас оставили, вам же сообщили. Нам просто сказали то, что мы остаемся, потому что еще и люди должны были остаться. Я забежал вперед. Не только. Они проснулись Ну. и зомби-ленд. А когда вам сказали, вам вечером, вот перед этим утром, Да. когда вы проснулись, это говорили, да? Что Вечером. вы остаетесь здесь. Да. Вечером вам сказали, Угу. но не конкретно как бы, что все, мы уезжаем ночью. Да, не конкретно вообще было. Ага. Им 2 офицера разных, майор и капитан. Они, вначале им майор сказал, оставайтесь, все нормально, завтра будет движение. Они пошли еще к капитану, капитан им сказал точно так же, оставайтесь, все нормально. И утром они проснулись. И Никого утром не они было. проснулись? Никого нет. Да, Он правильно говорит? да. Как майор сказал еще раз, я просто хочу понять. Ну, ходил не я лично, а вот друг мой. Да, это Товарищ, с которым со слов общались. Товарищ. Да, да. Он это Который просто был. все уверенно рассказывал. Это... Ну, Мгм. он тоже Понял, пришел, сказал вот это, то, что мы остаемся. Но до вас не было доведено, что вас сейчас все кинут. Там такая деталь. Там Антон пошел к старшему майору, по-моему, и говорит, что нам делать? Тот говорит, все нормально, оставайтесь. Они пошли, тусовали себе дальше где-то по Ну, в блиндаже. блиндаже, но что-то было им стрёмно как-то. И пошел еще Антон раз к капитану. Спрашивает, что нам делать? Капитан спрашивает, вы записались в списки, которые убывают? Он говорит, нет. Ну хорошо, оставайтесь тогда, все нормально. Завтра все решится. И всё. То есть вы вообще не предполагали, что вас просто возьмут и оставят? Да. Но там деталь то, что их было... ну вот давайте вы рассказывайте. Я подкорректирую. Да. Ну-ну. Ну, там где-то они собирали 90 человек, со слов офицеров. Уезжать. Да. Ну, типа, конкретное число. Типа, ну, все равно люди должны были остаться. В любом случае. Кроме вас 9 еще должны были Да. остаться. Ага. А вы 9 вообще срочники? Нет, не все. А кто с вами? Мы только вдвоем. А, вы 2 срочников? Да. Вот вы и Антон, да? Да. А остальные 7? Они добровольцы. Добровольцы. А из них кто-то сюда попал? Да. Да. Они Да? все здесь. А, они все здесь? Там суть какая? Они проснулись маленькой группой. Вы же проснулись все. 4 человека. Четвером. И стали бродить по пустому городу. Давай, рассказывай. То есть я просто уточню для зрителей, как я уже понял, вот эта вся группа, которая попала на видео, вот это вот они все так сюда и приехали. Да. Да. Все, понятно. Теперь я понял, да. А там, ну, на видео, я не помню, сколько там конкретно человек, ну, примерно вот человек 9. 9, не 9. Почему? 7. Да. 2 человека где-то потерялись. Да. Они, походу, отстали, Тут когда 7 мы шли человек. вперед. И, ну, когда увидели то, что нас начали ложить, они бежали. Так они, наверное, где-то до сих пор там по полям бегают. Возможно. пытаются прячься. Даже не отрицаю. Мы одного здесь под Киевом через 2 месяца, после того, как российские войска вышли, он 2 месяца здесь в посадках бродил, прятался. Фига. Нашли. Да, были и такие. Вот теперь ситуация точно ясна. Вышли вы из блиндажей в 9, двое. Нет, Нет, вчетвером.
О, а там А, будет давай. прикольно. Да, давайте. Там будет Ну вот у прикольно. нас в 4 часа, ой, ну, 4 человека мы проснулись. Значит, Что вы там потом... делаете все время? Что у вас Да просто что-то не болит поправляю. что-то там? Не-не-не. Все, давайте всё в порядке. нормально, да, потому что сейчас, да, скажи, что вам там. Ну вот 4 человека проснулись мы, начали по лагерю, ну, кушать приготовили там, ну, что было. Мгм. Приготовили покушать, думали, ну, сейчас офицеры проснутся, там дальше скажут, что делать. Так. Потом приходят 3 человека еще. Они сидели на дальней посадке. Они говорят, вы что тут делаете, тут лагерь весь заброшенный. Мы вот сейчас к офицерам сходим, спросим, что такое вообще происходит. Они сходили, спустились к офицерам, ну, где они жили в блиндажах. Потом они приходят, вы что тут не уходите? Тут все блиндажи пустые. Вас просто бросили тупо. Ну, мы просто в спешке собрались и все вместе пошли. Я двоих опять где-то потерял. Двое. Вас было 4. Нас 4, смотрите. 4 было. Потом, ну, 3 эти пришли, нас было 7. Так. 7 мы дошли до Донецкого. И Донецк, ну, потом какой-то вот мост прошли и шли по полю. Там мы нашли какой-то дом, в нем остановились. И потом вечером еще, примерно в 9-10 часов вечера, вот 2 еще подошли, сказали то, что они еще раньше с утра ушли. Прибились, короче. Ну. Суть какая? Вот эти 7, это Да все... я уже теперь понял, но я сразу, не понимая этого, вот понять, кто из них откуда вышел, зашел, Да. как кто к кому прибился, Вот вообще эти невозможно. 7 это отказники. И те, которые пришли с позиций, 2. двое, трое. Двое. Они тоже отказники. Их всех отказников тупо забыли, оставили. Не бросили. Тебе тоже двое сказали, что они отказывались Да. ранее? То есть всех тех, которые отказывались, я так понимаю, побросали? Всех бросили, да. Для чего вас бросили? Как вы можете Это ответить? новая стратегия российской армии, второй армии мира, новая стратегия. Ранее мы с таким не сталкивались. Я тебе скажу говорил? вам прямо. Я тебе да. говорил? И это для меня история. Ну, все, вы меня удивили. Да. Побросать, умышленно побросать. Ну, то есть, если бы бросили бы где-то в одном месте, там, 4 человек, это было понятно. А так бросают 4, бросают 3 и еще бросают 3. еще 2. И вот эти 2, я так понимаю, с другого какого-то подразделения. Не, они также с шлема, но они где-то в другом месте вообще жили. Ну, Как вы думаете, для чего вас бросили? Ну, такой вопрос сформулирован. но он ну давайте, Ну, да. Чего вы он, бросили? по сути, чтобы либо нас убили, либо взяли в плен. Больше, можно сказать, Ну, тут что еще загвоздка. делать. Тут загвоздка. Будем справедливы и объективны. Рашисты очень боятся, когда их людей будут брать в плен. А эти ж у них на лбу написано: возьмите нас в плен. Возможно, был расчет на то, что когда их возьмут в плен, их убьют. То есть их Возможно. изначально... Там, ну, чего. Ну, мы же... Возможно, был расчет, что Я их не рассуждаю- возьмут в плен, а просто по дороге убьют. Это Я такое. рассуждаю, выдвигаю свою гипотезу на основе проведенных ранее интервью, что все командиры от старшего лейтенанта на своих подчиненных смотрят как на мясо. Да. Вот и все. И поэтому тот, кто принял решение «давай отказников забудем», он однозначно для себя посчитал, что им хана, они не выживут, за них спроса не будет. Запишу без вести пропавших, либо еще лучше покинувших позиции, сбежавших. Чтобы всегда можно было сказать: да мы они пошли на пост и сбежали с него. Что я могу с ними сделать? Вот это, наверное, правильно. Ну, ладно, все, закончим с этими гипотезами. Просто было интересно. Так, а вы говорите, в дом зашли в какой-то. Это что, брошенный пустой дом был? Да, он пустой дом был. А вокруг были люди гражданские какие-то? Вокруг, ну, мы с утра уже встали. С утра, еще пройдя там километр где-то, там уже встретили мирных жителей тоже. Так. Ну, мы там спрашивали дорогу, правильно идем на Изюм или нет. А И в доме вообще, в этом вы что-то ели, там, пили? ну, у нас еще остатки сухпайков были. Мгм. Ну, вот мы вскрыли, поели. Мгм. Это такие в картонных коробках? Да. Я Дурнева обзор смотрел на эти сухпайки. Ты видел когда-нибудь их, нет?
Обзоры все смотрю. Понял, в чем Дурнев смысл? Бест. Все Понял, специалисты. в чем смысл? Наши сухпайки, они каждый снеданок, обід, вечеря, да? Это в разных, запакованы в отдельных пакетиках. Ну, я уже для зрителей, да, объясню, к чему я это сказал, да? Они запакованы в разных пакетиках и сложены в один пакетик. То есть боец, он когда распечатал основной пакет, он достал себе с завтраком отдельный пакетик, да, покушал, потом все свернул, оно мягенькое, компактное и положил. Ваш паёк. Получается картонная рассыпчатая. коробка, да, Да. такая, в которой все тарахтит, скорее всего. Да. Открываешь, достаешь там еще одна картон, ну как шухлядка, да, вот Да, это да, вот да, да. открываешь. И там вот так вот все насыпом лежит. Да. То есть, когда ты там четверть чего-то съел, ты должен это все запихнуть обратно, да, положить себе. Да. И ты, а как в рюкзаке вот ты бежишь, как оно? Ну, все шелестит, шебурстит, блин. Вообще капец. Вторая, мать ее, армия мира. Нет, это просто элементарные вещи, которые должны быть продуманы, и они вообще, ну я уже не говорю про содержание этих пайков. Как там? Вы Вкусно? Некоторые вкусные, некоторые нет. Ну да, я видел. Просто надо сравнение понимать, с чем ты имеешь, чтобы сказать, оно вкусное или нет. Потому что, ну, опять-таки, раскрывали ваше мясо и то, что является мясом, и это как бы совсем разные вещи. Потому что определить мясо то или просто, я не знаю, что там перемололи, какие кости, невозможно. Что ты, Дима, хотел сказать? Вы рассказывали, как вы в брод реки там форсировали? Брод реки? Нет, Да. но это вот как раз перед тем, как мы зашли в дом. Ну, так а что же не рассказывать? Это самое интересное. Мы вот зашли в деревню Донецкий, Так. спрашивали мирных жителей, ну, вообще, там же у нас базировался этот, типа, временного штаба или как там. Ну, спрашивали, ну, где все войска? Они сказали, они все отступили на Изюм. И все мосты за собой подорвали. Вот, которые были, переправа. Так. Нам объяснили, как дойти до Изюма Так. короткой дорогой. Мгм. И вот мы пошли по дороге, там следы техники были тоже. И вот идем, и сначала попали под обстрел кассетный. Только неизвестно, с какой стороны это было. Когда все закончилось, мы пошли дальше. Там увидели переправу первую. А что Там значит тоже, да. кассетный? Кассеты Ну, это как? запрещенное какое-то оружие или что это такое? Ну, как говорят, то, что это запрещенное оружие, но не все страны согласились его уничтожать. А почему вы решили, что это кассетное? Потому что один выход, Мгм. и приход там много-много-много. Никакого другого оружия нет с такими же выход-приход? Ну, это можно сказать как снаряд. Где? Только снаряд в воздухе разбивается, Мгм. и получается намного. Зона поражения большая. Ну, ладно, я в этом плохо ориентируюсь. Так, и пошли вот эти вот обстрелы дальше. После обстрелов мы встали и ускоренным шагом, чтобы еще раз не попасть под обстрел, потому что там какие-то бои шли в Донецком. Прошли вот вдоль речки. Увидели первую переправу. Но там тоже были обстрелы слышны, вроде бы ракета еще летела, но это точно, не точно. Ракета летела или так, просто что-то в воздухе шуршало. Мы решили по первой переправе не переходить, но она тоже была взорвана, утоплена. Мы решили, там слева дорога дальше была, дальше пошли по дороге. И наткнулись на вторую переправу. Ну и приняли решение уже по второй переправе переходить. Мгм. Ну, более безопасно. Мгм. Она также взорвана в воде. И пришлось по колено переходить по этой переправе в воду. Где? А дальше мы уже шли по дороге этой. Вы Обстрелы. отчаянно пытались найти своих. Да. Мгм. Мы также шли по дороге, вышли на первую переправу. Там дорога, след техники, пошли по ней. Уже была ночь, все сырые. Думали, где переночевать. Думали, если сейчас ничего не найдем, думали уже дойти до самого Изюма. Мгм. Там, может, как-то на своих наткнемся или что. Но тут перепало то, что мы нашли дом, он был открытый, мы зашли в него.
И там подсушились, там печка была. Мы затопили ее и, ну, подсушились. Потом вот пришли еще двое, говорят, что надо уходить, но мы говорим то, что ну, мы не можем уйти из того, что мы все мокрые, промокли, и надо сушиться хотя бы. Ну, приняли решение, то, что в 4 часа утра встать и пойти уже дальше до Изюма. Найти свои войска. Своих хотя бы, хоть кого-то. Мы в 4 утра встали, собрали вещи и пошли. Там уже увидели мирных жителей, спросили правильное направление, правильно идем или нет. Мгм. Они сказали нам правильно, и вроде бы, ну как не вроде, еще один мирный житель сказал то, что России дали 72 часа, чтобы уйти с территории Украины. Вот не знаю, это правдивая информация или нет. Нам просто вот сказали. Из официальных источников такой информации, в крайнем случае, не поступало. Но Ну, то, что житель вам это сказал, это он молодец. Ну, он нас... Я б на его месте сказал бы не 72 часа, а 5 часов, так чтобы быстрее вы бежали. Ну-ну. Ну, вот, мы тогда поняли то, что, ну, походу в Изюме, ну, есть войска, но не большая, вот, то, что вот армия вот эта уходила. По дороге мы встречали всю заброшенную технику, которая там, возможно, и соляра кончилась, возможно, и проблемы какие-то с двигателем были. Не пробовали заводить, ехать? Нет, не пробовали. Мы думали то, что наши их заминировали просто. Угу. Ну, чтобы... Понятно, Ну. конечно. Ну, как же. Не просто ж бросить. Ну, не успели. Да, Им не успели. заминировать. Ну, просто шли и все. Время для них шло слишком быстро. Они не успевали ничего минировать. Ну, вас сказали, между прочим, знаете, как официально? Вам уже доводили? Нет. Не успели еще? У вас официально сказали, что это плановая перегруппировка войск. Нифига себе. Передислокация, перегруппировка, вот как-то так. Ну, что, мол, это все вот задумано так. Мы просто понять не можем. Это вот, если это плановое, да, то почему вот весь вот этот вот регион, который, откуда вам пришлось отступить, просто заброшен вашими телами и вашей техникой, если это плановое? Сами не знаем. Но они просто это, спешно уходили. это знает только Коношенков, Шойгу и Путин. Ну, я Ну и Министерство обороны. Ну да, кто-то там очень Да. важный, наверное, знает. Да. Но никому не расскажет. Возможно. Ну, как? Ну, это же секретная информация. Ну да. Знаете, почему не расскажет? Даже не потому, что секретная информация, а потому что объяснить этот факт вообще никак здравым умом невозможно. Если бы у россиян была хоть капля мозгов, здравого смысла и логики, они бы уже просто бы призадумались. Может быть, вот на этих интервью у Золкина, вот этих вот полгода, вот эти вот пленные реально рассказывают правду. И реально оно все-таки есть, как они рассказывают. Если бы была хоть капля мозгов, здравого смысла, люди бы ваши вы посмотрели бы, друг другу показали бы. А может быть, эти пленные вот эти полгода действительно рассказывают реальную ситуацию, как оно есть, а не то, что нам там толдычат по телевизору. Потому что вы реально рассказываете то, что есть. Я ж с вас не тяну. Ну, Вас Всё никто не принуждает к этому разговору. Вы можете говорить буквально все. И полгода мы с вами проводим. Каждый день у меня на канале выходит видео. Раньше вообще по 2, по 3 выходило в день. Россияне пишут, что это фейк, вы их заставляете. Так где ж фейк, если все, что вы говорите, оно согласовывается с общими данными, а все, что говорят у вас по телевизору, оно противоречит этим данным. Как же ж фейк? Что ж тогда фейк? в каждой страны свое мнение. И в России Мнение выставляет... может быть вообще у кого какое хочешь. Есть, знаете, объективные вещи. Ну, простое. Вот у вас мнение, хорошо, вы россияне, у вас мнение, да? У вас мнение. Если это плановое у вас отступление, если так задумано. Почему вся территория, откуда вы отступили, усеяна вашими телами, либо оттуда берутся ваши пленные, либо она усеяна вашей техникой? Почему? Что это за плановое отступление? Как такое может быть? План отступления под видом бегства. Ой, ну наоборот. Плановое отступление под видом бегства. Ну, наоборот. Все хорошо. Подписывайтесь на канал, делитесь видео. Ну-ну.
Или бегство под видом планового Бегство отступления? под видом планового отступления. Нет, бегство под видом плановой перегруппировки. У вас так это Перегруппировки, названо. да. Или отрицательное наступление. Возможно. Тоже есть такой вариант. Или, как на Змеином было, жест доброй воли. Ну и естественно, как говорил ваш главнокомандующий, всерьез мы еще ничего не начинали. А вы уже начинали? Нет. А те, которые в земле там укатанные лежат, они начинали уже всерьез или они просто не поняли, как это началось? Да, наверное, не поняли. И серьезно, еще начаться-то не может. Что вы за люди? Я не понимаю просто. Зачем оно вам надо? Что вы делаете? Вы что, вы не понимаете? Ну, вас уже реально даже, понимаете, если в начале я с вами вот беседовал, да, опять-таки зрителю может быть интересно на тот момент, и я понимал, что передо мной сидит член армии, которая действительно наступает, жмет, и вот она вот находится за 15, вот я разговариваю с пленным, Да. а российская армия от нас за 15 километров находится. Вот так вот проходили первые интервью. И если мне тогда хотелось действительно, правда, от души что-то донести, да, в надежде на какую-то человечность, какую-то мораль, да, еще что-нибудь, да, до россиян, что вы делаете, зачем здесь же мирные люди, зачем вы идете наступать, то сейчас, ну, уже вообще по барабану, донести что-то до них, не донести, потому что, ну, вы все равно бежите. Вас все равно бьют, вы все равно бежите. Сюда гонят каких-то бомжей, каких-то срочников, непонятно кого. Как вы думаете, если бы у вас все хорошо было с мобилизацией, таких как вас бы, сюда бы тащили бы? Нет. Ну вот видите. Опять-таки я не придумал, опять-таки это ваше. Ну что, людей собирают в актовом зале или где там и В актовом ночь зале. мурыжат, как же по вашим словам. Ну. Чтобы 20 человек из 300 сюда в результате кинуть. Это же важные замполиты там сидят, там же ж погоны какие-то. Ж люди по 250 лет выслуги имеют, все такое прочее. Вот это вот, все вот это вот организовывается для того, чтобы 20 срочников кинуть в Украину? Ну или там 15, сколько из них срочников? Ну, сколько приведет им приказ, они столько и будут делать. Плохо у вас с мозгами, честно говоря. Не у вас лично. У вас, в общем, не даю никаких оценок, но Ну. там у жителей ваших серьезно беда. Серьезно, ребят, беда, потому что... Ну, ладно. Что-нибудь еще интересное из вашей истории расскажите, потому что я так понял, Антон там насыпал «Будь здоров» из-за вас и за себя. Ну, да, он более... Он... Звоним. Я Звони списался, маме, да. давай, позвони. Мама дала телефон дочке. Сестра у вас есть, да? Да. Как вы до армии жили? Расскажите о семье. Вообще? Ну да. Общими словами. Да, жили, дожили. Не сильно и Это бедно, вы в и селе так. жили или в городе? В селе. В селе. Мгм. Кем мама Все своё. работает, папа? Мама у меня, она устроилась горничной вот в детский лагерь. Мгм. Сестра учится. А отец работает сварщиком. Нормально, все, нормальная семья. Дома все условия у вас, да, есть Да. душ, туалет, прям в квартире, в доме у вас находится Да. или на улице? Ну, в доме душ, туалет, а на улице баня. Ну, все. Нормальная цивилизованная жизнь. А что вам не хватало? Чего вы вот это вот пошли? А Срочка. в армию Почему вы не срочка пошли обязательно. учиться? М? Высшее Учиться, образование почему не пошли? не получили? А мне уже дали отсрочку одну. Я получал образование электромеханика горного оборудования. Мне уже одну срочку дали, а вторая срочка по закону не положена. Ну, отсрочка. Не, ну тут так как бы даже сказать нечего. Ну ладно, есть люди, которые там из-за ипотеки, из-за каких-то там еще из-за чего-то. Я идут. набираю, да? Да, этому пришлось идти, и пошел он, потому что... Сказали. И все. Но я не верю, что вы не знали, куда вы едете. Вы бы поверили на моем месте? Да нет, тоже бы не поверил. Ну просто это необъяснимая история. Все знают, все знают, что происходит, а вы не знаете, куда вы поедете. Добрый день. Здравствуйте.
Я бы попросил вас остановиться, чтобы связь не прервалась. Это Дмитрий, журналист из Украины. Вы будете разговаривать со своим сыном? Да. Разговор будет записан и опубликован. Приятно. Привет, сыночка. Че, как у вас дела? Как дела, мой хороший? Нормально? Нормально, у тебя как? Тоже Ты нормально. чё? М? А ты что такой грустный? Ты чё такой грустный? Да вас давно не видел. Сынок, скоро увидимся. Ничего, маленько, сыночка, осталось. Скоро уже домой. Ну да. Вы что там, Аленку с этого забирали? Ачинска или как? Да нет, в Ачинск повезли, сыночка. А, учится? Учится, конечно. Ну. Привет. Привет, пап. А? Че, все в порядке, да? Да, сыночка, все нормально. Да, тоже нормально все. Главное, чтобы у тебя все было хорошо, а мы Ну, пробьемся. а пробьемся. Пробьемся, куда мы денемся. Ну, пробьемся. Прекращай плакать. Можно вопрос вашим родителям? Вы пока успокоитесь, а я пока вопрос один задам. Сейчас ваш сын успокоится, а я вам пока вопрос один задам. Меня зовут Владимир, да? Вот. А как вы думаете, когда россияне поймут, что не надо в Украину сюда идти? Что? Ну, когда поймут россияне, что в Украину не надо идти? Не знаю. Не знаете? К чему такие вопросы? Ну, ваш сын пришел убивать наших людей. Я вам задаю вопрос, думаю, может, вы знаете? В смысле, он что, на Украине? Вы что, сумасшедшая? Извините, Родители конечно. не знают. Он в плену, я В смысле, скажу. мы вообще не знали, у нас что на Украине. Нам сказали, что вообще их не отправят на Украину. Срочников. Он в плену. Вы что, вам же написал Дмитрий, что он в плену находится. Дмитрий же сказал вам, я журналист из Украины, вы что вы думаете, это шутки что ли? Когда он нам написал, что он наш сын, ничего не было национально. Ты им написал, что он... Я голосом говорил, ваш сын в плену. Ну, в общем, ваш сын, да, в общем, ваш сын в плену, да. Был В смысле, Нет. был. или есть? Есть. Он только сюда попал. И что? И что? Да ничего, я вам задаю вопрос, когда россияне поймут, что не надо ходить в Украину? Я вообще не знаю. Мне вообще вот, мне Украина это... Нет, так просто только что вы бодренько так разговаривали с сыном, когда вы не понимали, где он находится. Просто не знала, что он на Украине, понимаете? Нам никто не сообщил, что их туда отправят. Нам сказали, что вообще не отправят их туда. Если бы мы знали, что он, ну как бы мы по-другому бы разговаривали с вами. И с сыном то же самое. Мы понятия не имели. Ну, вы не знали, что он в Украине находится, вы хотите сказать? Вообще не знали. Нам сказали, что они поедут на следующий месяц, чтобы мы его не теряли, и все. Больше нам никто ничего не говорил. Вы когда с родителями последний раз разговаривали? Ну, 29-го и все. 29-го и У все? них получается, что их армия даже связь не дает. Ладно, поговорите теперь еще немного с новыми ощущениями. Я перезагружусь пока, потому что я что-то немного не понял. История меня самого. Да не, все нормально, мам. А вообще, что начальство говорит, нахуй? Они собираются тебя забирать или нет, ебаный в рот? Да. Только вам это, походу, придется звонить еще в родительский комитет там или что-то такое. Ну, хоть как что-то делать. Потому что, ну, просто так говорят, то, что долго. Успокойтесь. Вот типа какого вас черта отправили? Нам же сказали, что вас не будут трогать. Нам тоже говорили, мам. Так объясни, что вас отправляют. родители. Расскажи, поговори нормально. Расскажи, чтобы Нас просто собрали, мам, и это
в актовом зале, и мы просто сидели и нам все втирали. Говорят то, что РВСН вообще типа трогать не будут. А в итоге вот такая получилась фигня. Я же твое начальство, я все раздолбаю. Ну, лучше вам. Гады. Родительский комитет нахуй. Успокойтесь, нормально будет. Связываться с родителями, нахуй. Ага. Защитники. Такого еще не было. Да. Тут с каждым будет. Успокойтесь, нормально будет. Ну. Сына, держись. Будем звонить. Я буду родительский комитет. А сейчас куда ему звонить, блядь? Да уж, Прокуратуру нахуй звонить, блядь. Какой имели право тебя отправить, блядь? Это надо сразу выкладывать. Так первого Да надо нет, сразу. не имели А права не трогать. Я до Путина дойду. Угу. Все нормально вам будет. Не обижают, я жив-здоров, все. Расскажи, что тебя вчера помыли. Сколько ты не мылся на войне? Да, до этого мы вообще месяц не мылись. Месяц не мылись, не ели. Вчера тебя Ели. привезли, помыли, накормили. Сегодня накормили. Расскажи правду про плен. Мы позавчера попали в плен, мам. Сразу накормили. Не обижали. Также были вот вопросы задавали и все. Покупали Потом. тебя. Когда мы сюда, ну, уже вчера приехали, нас в душ отвели, в туалет также покормили, все нормально. Так что не переживайте. Да хоть не переживай. Как это не переживай? Как это не переживай? Все, что плохое может быть, это он наберет вес. Не кричи. Он меня же не слышит. Не ори на меня. Ты что, их успокаиваешь? Да, не конкурент. А наши как на это ты сейчас отреагируют? будешь Что рассказывать. он здесь вес наберет. А ты сейчас будешь рассказывать. Я тебе покажу. У нас меняются глобальные планы. Так. Будешь рассказывать? Уже. Вышел с плакатом? Уже. Ну, видишь, как идет. 4 места. На рынок, на супермаркет. Молодец. Бросил. Сейчас я буду видео собирать. Я не обещал. Дайте я еще вопрос задам, может вы пока это самое соберетесь. Вы особо можете не волноваться и не переживать, потому что он в плену у цивилизованных людей, и все, что вам там рассказывают по телевизору, это полная ерунда. То есть с ним все будет нормально, он просто в качестве обменного фонда ждет, чтобы его обменяли на кого-то из наших. Но я вам вернусь к тому же вопросу. И вот как вы думаете, когда уже россияне перестанут ехать в Украину, поймут, что им здесь нечего делать? Не знаем мы. Откуда я знаю? Мы вообще никак бы, я новости эти не смотрю. Я политику вообще не лезу. Я не смотрю новости, мне вообще по барабану. Не, ну вам там рассказывают, что у нас тут издеваются, там яйца отрезают, все остальное. А вон он сидит у вас живой, здоровый, что у нас тут какие-то нацисты. Какие нацисты? Что бы мы должны были с ним сделать, если бы мы были нацисты? Ладно. Вспомнили, что еще родителям хотите сказать? То все то, что... Молчать всё. не надо, Ну, потому что вас много, и это самое. понятно. Ладно, давайте, мам. Все будет Ты про хорошо. плакат будешь говорить что-то? Ну так ты скажи. Да? Только- Я люблю очень. Да, я тоже вас очень люблю. Давай я. Ну, что-то понимать. Ну, Выпускайте кракен. ну все. Подожди, сейчас еще. Дмитрий сейчас еще два слова скажет. Сейчас, подождите, сейчас скажете что-то. Вы хотите помочь своему сыну? Конечно. Вы можете это сделать, это займет у вас 10 минут времени, я думаю, что вы найдете. Вы можете взять листик формата А3, лист, написать, как вас звать? Влад. Влад. Написать, поменяйте моего Влада из плена и выйти в людное место, поростоять там 5 минут и сбросить это видео. Я вам тогда могу гарантировать, что видео с ним, интервью выйдет сегодня, завтра, послезавтра на канале Владимир Золкин. И я буду просить, чтобы он попал в списки на обмен раньше.
Мы хотим привлечь... Смотрите, ваш сын нам не нужен. Мы хотим его поменять и забрать нашего солдата. Но ваша сторона категорически отказывается признавать. А? Простите, вы меня можете послушать? Да? Простите, вы, наверное, не знаете, с какого региона к вам попал. Он попал из Сибири, из деревни. У нас нет такого телевидения, чтобы через 5 минут, 10 минут приехали корреспонденты. Смотрите, нам не нужно телевидение. У вас есть... Корреспонденты не нужны. Ну так или ты сядь, или я сядь. Нам не нужно телевидение. Нам нужно, чтобы вы вышли с плакатом там, где людное место, магазин какой-нибудь. И чтобы люди увидели, что есть у вас такая проблема, что ваш сын в плену. И все. Нам не надо никакие телевидения. Мы хотим, чтобы у вас там в России осознали, что есть ваши пленные. Понимаете? Потому что ваше Министерство обороны отрицает их. Для этого мы и берем эти интервью. Не потому, что нам по приколу, а потому что ваше Министерство нападения отрицает военнопленных, отрицает убитых. 53 тысячи убитых. Вашему сыну повезло. Если вы хотите ему помочь действительно, сделайте то, что я прошу, пусть ваша дочь сбросит видео. Вот мы сегодня к одному, на нашем канале Владимир Золкин, посмотрите видео, там все поймете. Уже 400 пленных мы записали. А ваши говорят, что всего 3000 убитых. Если 400 пленных интервью часовых, и это интервью вам нужно для того, чтобы прийти в военкомат и сказать, что он живой, потому что у вас его записали как без вести пропавший или дезертир. Понимаете? Вы заинтересованы в том, чтобы мы выложили видео с вашим сыном. Это доказательство того, что он живой и он в плену. У меня все. Думайте. Ты же скажи, что это на видео надо записать, что ты не сказал. Сказал. Ну, как бы. Скажи, пусть вы... А сегодня больше нечего сказать. Ну. Сказал Все, это давайте. 3 раза. Кому хороший? Ну, всего вам хорошего. Будем делать то, что... Все, давайте, мам. Что ты делаешь на экране? Все, ему давай. Отправь ссылку на канал. Отправь ссылку на канал, пожалуйста, и напиши еще словами, бы они не поняли. Я смотрю, там связь что-то прерывается. У вас не очень хорошая связь, вроде? Да. Да? Видите, а могли бы, если бы в Украину не ехали, у себя связь сделать. У вас есть проблемы в России? В России много проблем. Много проблем? Помимо вот этого всего. Еще есть. Да придвиньтесь, вы как-то уехали вообще. Наверное, уже в кадр не попадаете. Там у вас это самое, сейчас знаете, что пишут? Вот. Многие люди из вот этих вот регионов освобожденных, ну освобождены же большие города, Ну, там много населения было, по, я так понимаю, по 100 тысяч, да, там были города населения, боюсь ошибиться, но якобы колонны машин выстроились в Россию, да, вот этих людей, коллаборантов, которые сотрудничали с администрациями, всем этим людям угрожает срок уголовный по закону Украины. Ну, потому что нельзя сотрудничать с оккупационными администрациями. Есть закон коллаборационизм, сепаратизм. Самое интересное, что у вас в стране тоже есть такие законы. И у вас сейчас пишут, что вот, смотрите, как от вас люди много бегут. Так вот, мы так понимаем, что это как раз те люди, которых вы собирались защищать. Да? Ну, это если тоже взять понимаю. на общий коэффициент населения, то их процентов, наверное, ну никак не более 5 от общего. А так, то вообще, наверное, это 1% от общего населения. Так вот, вы бы сразу бы просто бы нам бы написали, или этим людям бы написали бы спокойно, что, ребят, выезжайте в Россию и защищали бы их там сразу. Так они бы спокойно могли бы свои дома продать, имущество свое попродавать и выехать в Россию уже там с определенным капиталом. А сейчас им пришлось все побросать и текать просто, бежать на этих машинах. Нехорошо как-то получилось. это нехорошо. То есть для того, чтобы защитить этот 1% населения, вам не нужно было сюда заходить всей своей армией и гибнуть в количестве 53 тысяч человек уже на данный момент. То есть вас здесь уже погибло больше, чем тех, которых вы защищать в этих городах собирались.
Все, они могли спокойно выехать к вам, да и все. И все защитили. Mission complete, знаете? Да. А так что-то у вас нелогично, как-то все странно происходит. Мы не понимаем. Да, все странно происходит. Что вы можете передать другим людям, которых вот как вас, то ли уговаривают сюда ехать, то ли говорят вам, что вы не в Украину едете, а куда-то там на границу. Что вы можете им передать? Могу только сказать то, что не верьте, чему начальство говорит. И вся информация, которая поступает в СМИ, там вот это все, она не всегда правда. Может, не часть, только маленькая часть правды. Но основа все это ложь, и так, чтобы привлечь больше внимания. Ну или раздуть какой-то скандал, либо что-то еще. Сделать на этом деньги и все. А так сюда не имеет смысла вообще ехать. Ну, это как-то очень мягко. Я бы на вашем месте сказал бы своим людям, таким как вы, по факту. Если вас вдруг собрались куда-то перевести по какой-то непонятной причине из части, куда-то на границу или на какие-то учения, вот что им нужно Отказываться. Либо отказываться, либо как-то заявлять. Тот же солдат, комитет солдатских матерей, либо куда-то, какие еще там вышестоящие органы, которые могут помочь и которые работают с общественным мнением. делать? Либо найти какой-то ближайший столб, я не знаю, там возле плаца или еще чуть-чуть, привязать себя вот так вот и сказать: нет, Можно даже я так здесь сделать. служу, мне не надо никуда, я не собирался воевать. Все, у меня вопросов больше вроде нет. Слава Украине. Героям слава.